Здорово, YouTube! Xiaomi Mi 11 Lite. Новинка 2021 года, которая является одной из самых узких моделей компании. Так все-таки топ за свои деньги? Или разработчики опять налажали? Попробуем разобраться в этом видео. Давайте по порядку. Смартфон, блок питания на 33 Вт, кабель, силиконовый чехол, скрепка, переходник для наушников и документация аккуратно упакованы в фирменную коробку из белого картона. Это все, что идет в комплекте. Цветовых решений у смартфона 3. Розовый, голубой и черный. Первые два варианта обладают матовой задней крышкой, а последний, именно этот, выделяется глянцевой панелью, которую, кстати, можно использовать вместо зеркала. В качестве материала стекло. Я уже провел несколько дней с этим аппаратом и успел составить о нем впечатление. Делюсь главными плюсами и минусами с вами. Что же касаемо габаритов смартфона, то тут действительно удивили. Mi 11 Lite обладает схожими основными габаритами с другими моделями, однако его толщина 6,8 мм. Смартфон приятно лежит в руке, несмотря на то, что пластиковые грани корпуса полностью прямые, закруглений никаких нет. И при этом он не ощущается лопатой, а вес его всего 157 граммов. Расположение функциональных элементов интересное. Слот для карт памяти и нано-сим-карт совмещенный. То есть придется выбирать между установкой двух симок или одной сим-картой и расширенным хранилищем. Находится этот слот на нижней грани телефона. Справа сканер отпечатков пальцев. Его решили совместить с клавишей питания. Это самое правильное решение. Работает быстро и четко. Как вы успели заметить, в комплекте имеется переходник для наушников, так как разъем на 3,5 мм не предусмотрен. Добротный экран в Mi 11 Lite используется 10-битная OLED-панель разрешением Full HD+, и частотой до 90 Гц. Но по умолчанию в настройках установлено 60 Гц. Советую самостоятельно переключиться на увеличенную частоту отображения панели. Особых проблем с производительностью за смартфоном и соответственно некорректной отрисовки интерфейса при 90 Гц я не заметил. Хотя основным недостатком этого экрана, о которых трубит весь интернет, считается наличие артефактов при переходе со светлых участков на более темные. Также очень многие жалуются на мерцание экрана. Еще не ясно, софтовая ли это ошибка или что-то другое. Ответа никто еще так и не дал. Лично я при использовании смартфона данных проблем не заметил. И никакого дискомфорта, связанного с мерцаниями и этими самыми артефактами, не испытывал. Цветопередача естественная, глаза не режет. Максимальной яркости достаточно для комфортного использования при солнечной погоде. Xiaomi Mi 11 Lite получил 3 основные камеры вместе с двойной светодиодной вспышкой. Основной модуль имеет разрешение 64 мегапикселя и светосилу 1,8. Сверхширокоугольному модулю на 8 мегапикселей необходимо хорошее освещение. Угол обзора составляет 119 градусов. И также здесь установлен телемакрообъектив, который позволяет делать детальные фотографии. Фронтальная же камера имеет светосилу f2.45 и разрешение 16 мегапикселей. Присутствует портретный режим и различные световые эффекты. И наконец-то разработчики сделали небольшие грани над задними камерами, что не позволяет ей царапаться, если положить смартфон на заднюю плоскость. Что касается звука, стереодинамики звучат громко, но без вау. Использовать смартфон вместо переносной колонки – это не самая удачная идея. Но видеоролики на YouTube или в ТикТоке смотреть будет достаточно приятно. Если залезть под ребра этого девайса, нас встречает Qualcomm Snapdragon 732G, сбалансированный 8-ядерный чипсет с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Он обеспечивает стабильную производительность как в ежедневных задачах, так и в играх. Смартфон обладает оперативной памятью LPDDR4X и внутренним накопителем UFS 2.2. Это версия 6 128 гигабайт, которая обеспечивает отличную работу. Аккумулятор емкостью 4250 мАч обеспечивает около суток автономной работы. Время зарядки с помощью комплектного блока в 33 Вт составляет всего лишь 1,5 часа. Подводя итоги, могу сказать, что грациозные формы Mi 11 Lite дополняются производительной начинкой. Это делает смартфон сбалансированным и удобным. Но при использовании обратите внимание на артефакты и мерцание экрана. Если они у вас есть, напишите в комментарии. Попробуем разобраться с этой проблемой вместе. Я на своем устройстве подобной проблемы не заметил и полностью доволен покупкой. А с вами был Пшеничный. Ставьте лайк. Увидимся в следующем видео.